приехали в необычное место. Это приют старой техники Ярва-Yani. Здесь вообще есть пожарный музей, но из-за карантина он закрыт, а вот эта огромная территория отдана под различные транспортные средства советской эпохи. Тут и автобусы, и сельскохозяйственная техника, и просто машины, и трамвай даже есть. В общем, очень интересно, можно полазить в некоторых местах. Мне кажется, это идеальное место во время карантина, чтобы посетить его с детьми. В Гугле написано, что место открыто до 4 часов, но на самом деле это не так. Вот это вот место под открытым небом открыто до заката солнца. Здесь нет проверяющих билеты, но есть такая импровизированная касса, даже написано, что вход вот 5 евро. Но я заметила, что многие люди проходят просто так, потому что билеты здесь никто не смотрит. Но мы честно заплатили и бросили свою денежку вот в то отверстие. Вот так выглядит приют старой техники с высоты. Такое ощущение, что мы попали в параллельную реальность компьютерной игры Киберпанк. Думаю, тем, кто в нее играл, будет действительно интересно почувствовать эти эмоции. Вот это советский автомобиль «Победа». Изначально он должен был называться «Родина». Но название сменили после ироничного вопроса Сталина: «Почем у нас будет Родина?». Ну, в этом автобусе я сама когда-то ездила. На самом деле так быстро все забывается. Я уже забыла, что вот так вот 3 сиденья стояло. Как будто бы попала в прошлое. Очень интересно. Некоторая техника уже проросла в землю. Кстати, если вы думаете, что ваш автомобиль используется намного чаще, чем эти, то задумайтесь. Потому что по статистике большинство личных автомобилей 95% времени стоят, а не ездят, ожидая нас под домом, офисом или торговым центром. Гуляя по этому месту, задумываешься, как много автомобилей утилизируется или отправляется на свалку. Но существует автопроизводитель, большинство выпущенных за всю историю автомобилей которого до сих пор эксплуатируется. Как вы думаете, какой автопроизводитель так отличился? Напишите в комментариях. Правильный ответ в следующем выпуске. Всего в приюте старой техники Ярва-Yani более 500 единиц различной техники. Пока что ее не планируют реставрировать. А цель этого музея — собрать еще больше экспонатов. Хоть Ярва-Yani небольшой городской поселок с населением около 1000 человек, здесь целых 3 музея. Вот это один из них, это пожарный музей, он находится в бывшем здании пожарного депо. А это одна из старейших церквей Ярвама. Она была построена еще в 13 веке. Точнее, тогда здесь датчане построили деревянную церковь, а это здание каменной церкви Иоанна Крестителя вместе с псевдоготической башней построили в 1881 году. Интересно, что в конце 17 века здесь служил пастор Кельч, и именно он написал известное произведение «Ливонская хроника». Также эта церковь числится в списке церквей, предоставляющих ночлег страннику. И я, если честно, не знаю, что это значит и как это работает. Если вы в курсе, просветите нас, пожалуйста, и напишите в комментариях. Ну и завершить поездку можно пикником на этом живописном искусственном озере. Тут есть места для купания, раздевалки и качели. Ярва-Yani отправляется в копилку мест, которые можно посетить в карантине недалеко от Таллина. Если вам это видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы будем продолжать путешествовать. И до скорых встреч!